полуночи обычная мысль может звучать как приговор. Днем ты бы сказал «ладно, разберусь». Ночью мозг шепчет «все, конец». И самое опасное, ночью тревога не ощущается как тревога, она ощущается как правда. Сегодня почему после полуночи мозг врет убедительнее и как не поверить ему в самый слабый час. Есть гипотеза, которую ученые называют «mind after midnight» — разум после полуночи. Смысл простой. Когда ты бодрствуешь в биологическую ночь, мозг работает не как днем. Меньше контроля, больше импульсов, больше негативных эмоций, хуже фильтр реальности. Днем мысль проходит проверку. Это факт или я накручиваю? Ночью проверяющий тоже хочет спать. Поэтому после полуночи плохая идея кажется глубокой. Страх кажется интуицией, а одиночество — доказательством. Не потому, что ты слабый, а потому, что мозг собирает реальность из того, что у него есть. А ночью у него мало света, мало людей, мало сил и слишком много тишины. Эта тишина не пустая, она усиливает все, что днем было приглушено. Сообщение без ответа, ошибка на работе, странный взгляд. В 3 ночи все превращается в знак. И вот ты уже не думаешь, ты расследуешь собственную катастрофу. Вопрос не «почему я так думаю?», вопрос «почему я верю этому именно ночью?». В 2026 году исследователи сна показали важную вещь. Поздний режим связан не только с тревогой. Между поздним сном и тревогой часто стоит ночное одиночество. Не философское, самое простое. Все спят, а ты — нет. Днем одиночество растворяется в шуме, ночью оно садится рядом. И мозг делает древний вывод. Если я один ночью, значит я в опасности. Для Ура одиночество ночью действительно было угрозой. Один значит без племени, без огня, без защиты. Тело запоминало это миллионы лет. Ночь плюс одиночество равно тревога. Серый сидит в квартире, но тело не видит квартиру. Оно видит темно, тихо, никого. И включает старую сирену, только вместо хищника — мысли. Ты всем надоел, ты отстаешь, ты все испортил. Ночью это звучит убедительно. Но это не пророчество. Это мозг без племени, без света и без нормальной связи с реальностью. Вот почему после полуночи нельзя доверять первому выводу о себе. Ур тоже просыпался ночью, но его ночь имела форму. Огонь, дежурство, звуки, люди рядом, понятные причины быть настороже. Его тревога была направлена наружу, в темноту, в кусты, в реальную опасность. У Серого опасность внутри, в голове, и она никогда не выходит из кустов, чтобы ее можно было увидеть. Поэтому современная ночная тревога такая липкая. Нельзя убежать от мысли, если ты лежишь с ней в одной кровати. У Ура был костер, у Серого — экран, и это плохая замена огню. Огонь собирал людей, экран собирает тревогу. После полуночи телефон не успокаивает мозг, он дает ему новые поводы не спать. Ты ищешь облегчение, получаешь сравнение, новости, чужую жизнь. Еще один крючок. И мозг говорит: вот видишь, я был прав, все плохо. Но мозг не прав. Он просто устал, одинок и работает в ночном режиме.
Первое правило после полуночи – не принимать решений о жизни. Не увольняться в голове, не расставаться в голове, не хоронить будущее в голове. Скажи себе, это ночь, это не вся моя жизнь. Второе. Вынеси мысль из головы. Бумага лучше мозга в 3 ночи. Не дневник на 40 минут. 3 строки. Что я думаю, что я чувствую, что проверю утром. Так ты переносишь проблему в утро, а утро — это другой мозг. Третье. Не спорь с тревогой. Спор — это кислород для тревоги. Лучше назвать ее. Это тревожная мысль. Не, это правда. Четвертое. Длинный выдох. Не чтобы стать духовным, чтобы дать телу сигнал. Угрозы нет. Угроза была древней. Значит, и выключатель древний. Дыхание, темнота, тепло, повтор. Ур не объяснял телу безопасность. Он показывал ее. Огонь жив. Люди рядом. Ночь проходит. Серому нужен свой костер. Не буквальный. Ритуал, который мозг узнает как безопасность. Один и тот же порядок каждый вечер. Мозг любит повторение. Ночь становится предсказуемой. Пятое. Не оставайся один с тем, что слишком тяжелое. Иногда лучший ночной план — договориться днем. Если меня накроет, я напишу тебе утром. Не все надо решать ночью. Некоторые мысли нужно просто донести до рассвета. И шестое. Если это повторяется часто, это не характер. Это сигнал системы сна и тревоги. Его надо чинить днем. Вот ответ. После полуночи ты не узнаешь правду о себе. Ты слышишь мозг в момент, когда у него меньше света, меньше сил и меньше племени. Поэтому мысль после полуночи не приговор. Это черновик. Очень мрачный черновик. Утром многое выглядит иначе не потому, что ты обманул себя, а потому что мозг снова получил мир обратно. Свет, люди, движение, еда, голос другого человека. Все это возвращает реальность на место. Ур знал это без слов. Ночь надо пережить. Решение принимают у огня или после рассвета. Серому это придется выучить заново. Не верить каждой ночной мысли, не судить жизнь в самый темный час. В следующий раз, когда после полуночи мозг скажет «все плохо», ответь проще «поговорим утром». Потому что иногда спасение — это не найти ответ, а дожить до рассвета, где вопрос уже звучит иначе.